Привет, друзья! Это снова я. Сегодня покажу подборку самых полезных, а в некоторых случаях обязательных игрушек и предметов из Пандарии, которые помогут вам не только в прокачке, но и в фарме, инстах и даже PvP. Эти вещи дают крутые эффекты от бабла паладина до сброса боя и массового агромобов. А некоторые из них вообще ощущаются как настоящие читы. Сейчас самое время собрать их, пока вы качаетесь и исследуете Пандарию. И я расскажу, где именно их найти, как они работают и почему они того стоят. И первый это треснувший талисман, трехразовый бабл паладина для всех классов, но не сбивается сокрушительным броском и масс рассеиванием. Падает с двух разных для разных фракций элиток в нефритовом лесу. Дает неуязвимость на 20 секунд, но при этом невозможно юзать скиллы как магические, так и физические. Мобы при этом агрятся. Можно юзать камень возвращения. Боевое знамя Салин. Сбрасывает режим боя и агрит всех мобов в радиусе 10 метров от заклинателя на большого Салиня, который убегает на 10 метров от заклинателя. Падает Салини разведчика в долине четырех ветров. Бродит в части реки рядом с галеоном. Боевой рог. Незаменимая игрушка для любого фермера. Агрит всех мобов в радиусе 40 метров. Падает с черного рога в долине четырех ветров на равнине рядом с хмелеварней. Необычно закрученный рог. Садит вас на огромного мушана, бегущего со скоростью 400% на 20 секунд. Имеет 3 заряда, но есть аналогичные в вершине Кунлай и в жутких пустошах. Носить с собой одновременно можно все 3. Это стеганая шкура яка и мешок бобов кафа. Падает с чудовища солнечного пастбища на границе нефритового леса и долины четырех ветров. Кристалл безумия работает как фласка, бафает на 500 к мейнстату на час. В сравнении новые фласки с Пандарии бафают на 1000 к мейнстату. Падает с Уликшора слева от озера на севере долины четырех ветров. Печать Вечного Воина, которая падает с элитного богомола в жутких пустошах. Работает на примере бинтов. 90% хп и маны на 6 секунд. Нельзя использовать в бою. КД 5 минут. Можно использовать на маунте и во время передвижения. Полезнее всего будет рогом и всем тем, кто может быстро выйти из боя. Эликсир древнего знания. Падает с скролла клинка в жутких пустошах, бафает плюс 300% к получаемому опыту на час. Одноразовая. Биндится на аккаунт. Сам моб спавнится в руинах возле первых квестов локации. Однако баф пропадает после смерти. Хозинская трубка мира повышает репутацию жителями Пандарии на 1000. Не дает репутацию Снотпекл, Черный принц и отдельными землевладельцами. Добывается с шкряб с не очень высоким шансом. Работает со значками репутации. И в итоге у вас будет плюс 2200 к репутации. Перчатки добытчика позволяют быстрее собирать ресурсы в Пандарии, также уменьшает каст исследовать от археологии на 0,5 секунд, не суммируется с расовой теорией на проращивании, не влияет на скорость распыления предметов. Проклятый шлем Юнги. Превратится в проклятого Хозина Юнгу, который дышит под водой и плавает на 200% быстрее. Укрепленный панцирь выбивает противника из седла. Кастится полсекунды, нельзя использовать на ходу и в падении. Дальность действия 40 метров. Выбивает друидов из флай-формы. На союзников, к сожалению, применить нельзя, но можно использовать на БГ. Разросшаяся кувшинка позволяет изучить одну способность друида в зависимости от класса специализации игрока. Не действует вне Пандарии. Например, Холли Палу дает возрождение, Протопалу дубовку. Тантам дает порыв, а разбойникам рык. Престам шипешкам дает спокойствие, Холли престам гнев деревьев, а по послушанию дает смерч. Золотой мох. При убийстве цели, приносящей опыт или честь, вы можете получить дополнительное золото. Работает золотое руна. У вас появляется шанс выпадения с противников кучки золотых монеток. От 10 до 30 голд. Учтите, их может слутать вообще любой мимо проходящий персонаж, даже не находящийся с вами в одной группе. Ордосский смертный колокол. Почувствуйте себя варом. Аналогичная триня – песня ветра.
Ветроперый плюмаж повышает скорость передвижения на наземных средствах передвижения на 30% на 1 час. Можно использовать только в Пандарии. При смерти баф пропадает. Расходуется по мере использования. Вы можете иметь больше одного бафа одновременно, и они суммируются. Также вы можете скинуть его альту. Прижигающее ядро активирует ядро, в результате чего использовавший его в случае гибели может воскреснуть с 20% здоровья маны. Нельзя использовать в рейде. Это не работает как шаманский анг. Вы не можете использовать его после смерти. Вам нужно усилить себя им до смерти. Полученный эффект длится час. Если вы умрете с эффектом, вы можете выбрать воскреснуть на месте или снять его. Если вы решите снять эффект, эффект сохранится до тех пор, пока не будет использован или пока не истечет час. Ну и ради чего стоит убивать ратников? Это полупереваренная пища. При открытии дает большое пандаренское угощение, которое можно ставить на полу. Густой нефритовый туман работает так же, как исчезновение разбойника. Выключает бой, переводит вас в режим невидимости, но невидимость длится 10 секунд, а не постоянно. Полезно, когда нужно выйти из боя, если вы в опасности, и вам нужно быстро сесть на ездовое животное, чтобы добраться до какого-нибудь редкого предмета. Падающее пламя при использовании запускает вас на очень большое расстояние. Сторону, куда смотрит ваш персонаж, очень удобно использовать вместе с инженерским планером. Пророческий плутовской камень с ювелирного дела. На БГ можно чекать, где находится противник. Вот такой получился список. Как видите, в Пандаре полно уникальных предметов, которые сильно упрощают и разнообразят игру. Многие из них на вес золота, особенно если вы фармите, бегаете в соло или участвуете в PvP. Не забудьте оставить в комментариях, какие из этих игрушек вы будете фармить в первую очередь. Если гайд оказался полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Впереди еще больше гайдового контента по Mists of Pandaria Classic. Увидимся в Азероте. С вами была Верисали и со мной рейдить легко.